Ну что, нас ждет с вами увлекательное путешествие вместе с ретроградностью Марса, которая с 6 декабря по 25 февраля будет проходить в знаке зодиака Лев, так как там сейчас находится Марс. Марс будет делать ретроградное движение, вернется на какой-то период в знак зодиака Рак, опять пойдет в знак зодиака Лев. То есть мы будем с вами наблюдать вот такой всплеск энергии. Хотела сказать эмоций. Это будут энергии и эмоции, потому что будет находиться в определенном знаке, то есть в знаке зодиака Лев, а во Льве это эмоции. Итак, много хорошей, здоровой, сильной мужской энергии. Так как находится Марс в знаке зодиака Лев, львами управляет Солнце, огонь – это наше эго, и это мужская энергия. Солнце – это папа, брат, воин, мужчина, учитель, муж, друг. Все, что связано с хорошей, здоровой мужской энергией. Это наше Солнце. Так как Марс будет находится сейчас в знаке зодиака Лев и оттуда начинает свою ретроградность, затем вернется в знак зодиака Рак, а там управляет женская энергия, то есть Луна управляет все, что связано с этой энергией. То есть мы с вами, конечно же, будем ощущать всю палитру эмоциональную и палитру самой энергии жизни. Сам по себе Марс – огонь и управляет овнами. Овнами тот Марс, который вкус к жизни имеет, удовольствие к жизни имеет, интерес имеет к жизни. Эликсир, который выходит от Марса, это всегда эликсир очень огненной, молодой энергии, энергия, которая кипит, энергия, которая хочет и жаждет вкус к жизни иметь, настроение и радость к жизни иметь. А также Марс принадлежит скорпионам. Скорпионам, который свою энергию показывает как выдержанная, продуманная, степенная, но очень сексуальная. Тянет как магнитом, а делать ничего не надо. Оно излучает. Именно вот этим своим сдержанностью, своим спокойствием, продуманностью. Но обычно в Скорпионе не продуманность, а прочувствованность. Потому что Скорпион – это я чувствую, там, когда Марс управляет, он говорит, ничего думать не надо, я почувствую. Вот такой нас с вами ждет просто фейерверк эмоциональный и энергии. Жажда бурлит энергия. Ну, что такое ретроградный Марс? Сначала с вами все посмотрим только в позитивном ракурсе и только какие-то маленькие препятствия, которые могут возникнуть на этот транзит, мы с вами тоже рассмотрим. Что такое ретроградный Марс? Особенно, когда находится во Льве. Именно это подчеркнуть, когда находится во Льве. Я ищу тебя, я найду тебя, я все для этого делаю, потому что Марс – это делать. Марс – это двигается энергия, Марс – это живет энергия, Марс – это созидает энергия. То есть я все сделаю, чтобы тебя встретить. Это очень личная энергия. Марс и Венера – это личные планеты, то есть это касается тебя очень лично. И вот этот период ретроградности, такой довольно-таки длинный, показывает нам мой человек меня найдет. Мой человек меня нашел. Я встречусь со своим человеком. Вот как, а вот так я его встречу. Очень много шансов для того, чтобы люди встретились. Да, ретроградность Меркурия и из бывших кого-то может прислать. А
иногда, когда пройдет какое-то время, ты становишься старше, ты после какой-то ситуации сделал вывод, могут измениться обстоятельства и могут люди соединяться, даже если это и бывшие были отношения. Можно использовать этот шанс. Лучше его использовать, чем потом сказать, у меня такой был шанс, но я не решился для того, чтобы как-то этим воспользоваться этим шансом. Поэтому да, личная планета, личные отношения, и именно вот на этом роскошном ретрограде Марс найдет меня. Мой человек меня сам найдет. Он даже и возвращается для того, чтобы найти тебя. Много создастся пар. Люди увидят друг друга, людей притягивать будет друг к другу. Люди сигналы друг другу посылают. Случайные будут встречи, потому что есть очень красивый секстиль на всем этом транзите, очень красивый секстиль с Ураном. Уран стоит, мы знаем, в Тельцах, а Тельцами управляет Венера. То есть Марс встретится, сделает секстиль на протяжении этого транзита с самой Венерой, только через неожиданность, через Уран, случайность, вдруг как закружит таким вихрем, закружит вихрем отношений, которые долгожданные, которые ты долго ждал. Именно долгожданные отношения, долгожданное ожидание. Кто-то долго уже стоит на паузе, у кого-то не получается никак. Вот эта затянувшаяся пауза образовалась. Именно долгожданные отношения имеют шанс на то, чтобы встретить своего человека. И это получится. Каким-то вихрем тебя захватит просто сама жизнь. Марс тебя настолько выведет к своему человеку, что ты будешь в приятном пребывать состоянии. Итак, что у нас еще раз? Давайте. Марс во Льве, который делает ретроградность. Огромная сексуальная энергия, жажда развлечений, увлечений, жажда праздника, радости. И это, посмотрите, идет ретроградность и идут действительно праздники. Ощущаешь эти праздники с каким-то большим подъемом, что-то от них такое ожидаешь, что-то от них такая на эти праздники надежда, как-то свою жизнь немножечко закружить и разнообразить. Итак, еще раз, Марс – это мужская энергия, мужчина – это с короной на голове, то есть корона на голове, потому что Марс, находясь во Льве, львы отдают свою корону, пожалуйста, на. Эту энергию львы очень сильно принимают, этой энергией своей, делятся своей короной. Это корона на голове у этого Марса. Он делает ретроградность с короной на голове. Это освещает, озаряет, на троне сидит. То есть сам Марс ретроградный дает силу исполнения через действие. Энергии она огромным потоком будет, она будет двойная энергия. И пустить эту энергию в спорт. Вот ты начал заниматься спортом, и именно туда пошел, как-то записался в спортзал. Не записался просто, ты идешь по улице, ты делаешь какие-то упражнения, ты бегаешь, или ты на велосипеде, или ты в парке где-то занимаешься. Но тебя эта энергия выводит, именно выведет к своему человеку в действии. И этот человек там, может быть, гуляет со своим кто-то ребенком, может быть, гуляет со своим животным, может быть, точно так же занимается спортом. То есть это энергия, которая тебя выводит через действие. Ты начинаешь какую-то учебу, то есть ты начинаешь действие. Ты организовываешь какой-то праздник, ты делаешь действие. То есть через эти действия, которые ты делаешь, тебя выводит и тебя находит, сама жизнь тебя выводит к тому человеку, которого ты долго ждешь. Это энергия воина, героя, мужчины, энергия действия. Да, мы с вами будем также наблюдать, если посмотреть социально,
что мы будем с вами наблюдать? Это какая-то показательные выступления своей мощи, своей силы, своей власти. Какие-то маленькие выбросы, показатели, что-то как-то произвести впечатление или, ну, так скажем, не поддастся тем увлечениям, которые тебя приводят в состояние неспособности. То есть ты постоянно демонстрируешь: я способен, посмотрите, я могу. То есть ты себя презентуешь. Марс находится в ретрограде в знаке зодиака Лев. Я себя постоянно презентую. Ты это поддерживаешь, ты это демонстрируешь. Определенного свойства ретроградность Марса дает уверенность. Вот она, уверенность появляется, четкость, ясность, оптимизм, стойкость, сила воли. В этот период ретроградности ты не позволяешь себя унизить. Тебе это очень резко бросается, тебе это очень резко откликается. Себя унизить, себя тобой пренебрегать, как-то претензии к тебе какие-то, ты их отстаиваешь, ты их защищаешь. То есть это такого своего рода, ну, демонстрируешь самому себе свою важность. Ты с короной на голове. Это ретроградный Марс. Абсолютная в себе уверенность, что все получится, уверенность, что победа будет, удача будет и успех. Что немножечко в этот период, мы с вами рассмотрим, что немножечко в этот период, какую несет осторожность. Мы не будем говорить опасность. Это слово даже применять не будем. Осторожность. В чем необходима осторожность? Энергии много, сил много. Куда лучше ее направить? Всегда есть пути. Есть пути отправить. А ну-ка я затею, быстренько сделаю какой-то косметический ремонт, перестановку. А ну-ка я стройку начну, достроить что-то, перестроить что-то, переставить что-то. Ну-ка я начну заниматься спортом. Я сделаю такую хорошую силовую нагрузку, чтобы прийти в форму как-то. То есть ты что-то начнешь делать. А можно эту энергию? Можно начаться, также это прекрасная энергия, а я что-то начну изучать. А ну-ка я соберу материал к этому. Я еще, может быть, только начну работать над этим проектом, собирая какой-то материал. То есть энергию направить на действие. А также эта энергия очень сильно можно в какую еще вылиться сторону? В конфликты. Это тоже может быть на ретроградность. Скандалы, агрессия, разбирательство. Все, что ты на этот период посеешь, то, что ты выберешь, ты потом с этим долго будешь разбираться. Если ты выбрал вот эту линию, вот это поведение на созидание, ты потом впоследствии уже закончится ретроградность, пойдет на прямое движение Марс, а у тебя все просто расцветать будет. Ты посеял это. Если ты сюда пойдешь, ты не вылезешь из этих скандалов, ты не вылезешь из этих конфликтов, ты еще больше и больше погрязнешь в это все. Вопросы решаться не будут, начнутся постоянные разбирательства, и можешь полжизни потратить на то, что ты вот сюда отправил свою энергию. Потому что поэтому делаем выбор, а выбор всегда за самим собой, за человеком. То есть осторожность только в этом, в выборе. Есть претензия на и агрессию, и на конфликты, и на скандалы, но также есть и претензия на созидание, на спорт, на строительство, на передвинуться, а куда-то даже на путешествие. Это все действие. То есть что, куда ты выбираешь. Дальше что смотрим? Конечно, огромная сила воли. И сам Марс, когда находится в знаке зодиака Лев, это амбиции. Потому что такое Лев? Это наше эго, это управляет Солнце. Сюда пришел Марс, это амбиции. Амбиции просто сила воли, амбиции, стержень, оптимизм, хороший настрой, удача.
а тем более, когда идет на ретроградное движение, увеличивается. Увеличивается вот эта линия, которую ты постоянно на созидание, но также и увеличивается и другое, поэтому всегда смотрите и всегда следите. Это уже даже не зависит от знака зодиака, это зависит от твоей модели поведения. Какая у тебя выработана модель? Либо постоянно конфликты, постоянно выяснять, что-то ты вечно недоволен. Это модель поведения, это не знак. Дальше что мы смотрим с вами? Что мы смотрим с вами? Конечно же, очень подвижная энергия, и эта энергия очень жизнерадостная. Сама энергия говорит о том, что радости хочет. Поэтому никак ты не можешь выбрать это. И если ты выбираешь другой путь, это проблема непроработанного твоего Марса, это проблема твоей модели поведения. Потому что сама по себе энергия, Марс во Льве, и плюс еще и ретроградный, это жизнерадостность. Но ничего не приносить в жертву, ничего ни в какую услужливость, никакое повиновение нет. Но и не жаловаться, не ныть, не сдаваться, не унывать. Как только чувствуешь, что ты как-то вот такой, ты весь в пессимизме, весь в недовольстве, весь в каком-то унынии, опять возвращайся, это твоя модель поведения, потому что сама энергия, она очень жизнерадостная. И жизнерадостная к самой жизни, к самой жизни, это лучшего просто быть ничего не может, когда сама жизнь тебе дает радость, помогает тебе получить эту радость. Ну что еще? Что еще? Да, много захочется в этот период, много захочется, чтобы ты был видным, заметным, где-то ты выступал, где-то ты себя представлял. Вполне, потому что идут праздники. Действительно, где-то, может быть, кто-то тамадой будет, кто-то праздник устраивает, кто-то у себя гостей встречает. Ну а так как ты хозяин или хозяйка мероприятия, то, конечно, ты должен быть как на сцене, а кто-то и на сцене себя презентует. Поэтому трибуна, сцена, лучи славы, лидерство, но при этом щедрость. Щедрость. И щедрость к самому себе. Есть кто-то сам к себе, так скажем, на себе экономит. А вот здесь я уже не говорю про других. Здесь именно открывается такая щедрость. Тебе хочется сделать, тебе хочется поздравить, тебе хочется подарок сделать кому-то, преподнести, слова какие-то прекрасные сказать. Это щедрость вот такая двойная. Что еще у нас? Да, исключительность в одежде. Хочется в этот период, особенно пошел на ретроград, хочется какая-то исключительная деталь в одежде, что-то исключительное ювелирное какое-то украшение, исключительный цвет. Цвет, конечно, либо блестит, либо переливается, либо весь ты в таком наряде, где этот фейерверк и блеск жизни, эликсир жизни проявляется. Конечно, много что-то красного, то, что солнце вот оранжевого, желтого, то, что из себя представляет солнце, и то, что из себя представляет огонь. Иногда огонь такой кирпично-оранжевый, иногда просто как цвет яркой крови, иногда очень такой густой, в бордо даже уходит. То есть разнообразие красок, но вот в таких вот оттенках огня и солнца. Неторопливость. Проработай, выработай неторопливость, потому что энергия будет зашкаливать. И многие будут чувствовать, я что-то вроде как-то чуть-чуть поторопилась, упал. Потому что энергия зашкаливает, и ты думаешь, что я сейчас просто через 3 ступеньки могу вверх подняться. Или наоборот, я сейчас просто через одним прыжком, и я уже внизу. И ты можешь принести какой-то, потому что энергия, и ты ее выработай, неторопливость. Ты везде успеешь, у тебя все получится, у тебя на все хватит времени, но сама энергия
подталкивает тебя, как будто бы делать быстро, как ты прилив сил, ты понимаешь, что у тебя столько, я сейчас. Или ты очень много во время, в течение дня что-то делаешь, а потом у тебя иссякли силы, и ты 2-3 дня не можешь восстановиться, поэтому тоже хорошо распределите эту энергию, которой будет предостаточно. Ну и, конечно, повышенный интерес людей друг к другу, повышенный интерес, влюбленность, ухаживание, встречи, радостные эмоции, радостные впечатления. И все это нам будет с вами давать ретроградный Марс. Ну, что сказать? Это очень прекрасный и чудесный период. Это период, когда мы с вами будем сами себя в чем-то разоблачать. Ты сам себя поймаешь на том, что здесь я был неправ, и мне нужно извиниться. Ты сам себе, не кто-то тебя, а такая энергия справедливости, такая здоровая, сильная энергия жизнерадостности тебе акценты расставит, где ты скажешь, а я был неправ. Вот перед там учителем, или там на работе перед сотрудником, или в споре с каким-то. И ты захочешь от этого освободиться. И ты это сделаешь. Ты сделаешь это с таким достоинством. Ты сделаешь это перед родителем. Может быть, кто-то имел конфликт с родителями, с братом конфликт, с супругой или с супругом, или со своим ребенком. И вот как-то это станет настолько остро, что ты захочешь от этого освободиться. И сделаешь это достойно. Сделаешь это показательно. Как будто бы снимешь с себя ненужный груз, который ты нес, и то, что тебя гложило. То есть это тоже касается этого периода. А также разоблачения, которые мы с вами будем вокруг себя наблюдать. Разоблачения, которые будут вылазить как из какой-то шкатулки, эти разоблачения только начнут себя показывать, только начнут о них говорить со всех сторон. И своей собственной жизни какие-то вот ты сам к себе сделаешь предложение самому себе в чем-то где-то извиниться, в чем-то где-то наладить конфликт, который состоялся, в чем-то где-то уступить. А также мы увидим все, что происходит вокруг нас. Мы будем с вами это видеть и наблюдать, как рушится идиллия. Нет, идиллии это не было. Рушится то, что нам с вами навязывали, что нам с вами демонстрировали, то, что не соответствовало чему-то. Это будет рушиться на наших глазах, и мы это будем прекрасно видеть и наблюдать. Роскошный, шикарный период. А я от вас жду не менее шикарные лайки, подписку, просмотры, поддержку, щедрость. Проявляйте щедрость. Этот период всегда потом отзовется. Бесконечно вас всех уважаю и посылаю вам нашу формулу, за которую всегда крепко держитесь. Счастье, счастье, счастье. Когда ты держишься за эту формулу, ты справишься в жизни абсолютно со всем. Стержень, сила духа. Сама формула счастья, счастья, счастья – это стержень, сила духа, позитив, философии жизни, на которой ты опираешься – это твой опыт. Самый ценный опыт – это твой собственный. Умный человек учится на своем опыте. Ни чужой никогда не проходите и не смотрите. У каждого свой опыт – это самый ценный. Но опыт, который ты сделал, выводы, вот это тогда этот твой опыт имеет философии жизни, твои собственные выводы, несмотря ни на что. Жду от вас поддержку канала, жду от вас уверенные лайки, подписку, просмотры и поддержку. Обнимаю вас.